Добрый день, мои дорогие зрители, подписчики и гости канала. Сегодня у нас с вами заключительное видео о планетах, и мы будем говорить о Раху и Кету. Сначала я расскажу, что из себя представляют эти узлы, расскажу, как они влияют на нашу жизнь, дам мантры и в конце методы для гармонизации. Присаживайтесь поудобнее. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы знать, как можно улучшить свою жизнь. Другие видео о планетах доступны для вашего просмотра в плейлисте, ссылка будет в описании. Луна обращается вокруг Земли и при этом пересекает эклиптику в двух местах, которые называются узлами Луны. Когда Луна переходит с южной стороны эклиптики на северную, это место называется восходящим или северным узлом. Его также именуют Раху. Это является символом появления или рождения в материальный мир. При переходе Луны с северной стороны эклиптики на южную, место пересечения называется нисходящим или южным узлом или кету. Этот момент символизирует наше покидание материального мира и переход в духовную сферу. Раху и кету таким образом представляют собой принцип рождения и смерти в физическом мире и являются показателями нашей судьбы. Раху — это не что иное, как сам Господь Шива, и он очень радуется, когда ему поклоняется Ма-Дурга. Лунные узлы Раху и Кету — это две очень чувствительные точки на эклиптике, в которых проекция Луны пересекает проекцию орбиты Солнца. Раху и Кету всегда находятся на расстоянии 180 градусов друг от друга и играют в астрологии не менее важную роль, чем остальные планеты. Узлы дают результаты управителей тех знаков, где они расположены, или планет, с которыми они тем или иным образом связаны и взаимодействуют. Очень зловредные по своей природе, они становятся бенефиками, если попадают под благоприятное влияние. Это теневые планеты. Раху очень холодная и ведет себя подобно Сатурну, а вот Кету, напротив, очень горячая планета и ведет себя подобно Марсу. Солнце, Луна и Марс – враги лунных узлов. Те же, в свою очередь, враждуют с Солнцем, но остаются нейтральными к Луне и Марсу. Раху также дружит у нас с Меркурием, но враждует с Юпитером, а Кету дружит с Юпитером, но враждебно настроен к Меркурию. Взаимные дружеские отношения у Раху и Кету образуются только с Венерой и Сатурном. Раху наименее дружелюбно расположен к Солнцу, а Кету к Луне. Говорят, что Раху указывает на проступки, которые человек совершил в своих прошлых воплощениях, а Кету действует как уравновешивающая сила и, наоборот, помогает избавиться от негативных последствий прошлых прегрешений. И в тот момент, когда Раху больше занят мирскими заботами, дарует материальное благополучие, то Кету отвечает за спасение человеческих душ. Раху у нас представляет собой привязанности, а Кету, наоборот, отречение. Все главные жизненные события, перипетии, какие-то повороты судьбы человека связаны с теми двумя домами, где пребывают лунные узлы. Раху – планета Тамаса, в то время как Кету – это карака мудрости и мокши. Положение Раху в конкретном доме указывает на те сферы жизни, где существует определенный завал. И его нужно разбирать. С первого раза, скорее всего, не получится. Но это именно то, с чем нужно работать. А вот положение Кету указывает на те темы, которые уже были отработаны в прошлой жизни, и Кету их как бы зажимает, перекрывает, показывая, что уже достаточно. Кету, как и Раху, является теневой планетой и действует так же, как хозяин того знака, в котором он располагается. Он оказывает сдерживающее влияние, создает препятствия человеческим усилиям и может даже повергать людей в нищету. Кету очень зловеща по своей природе, ослабляет тот дом, в котором располагается, и если она не экзальтирована, не сочетается с какой-либо благоприятной планетой. Особенно. Это яд, это страдание, это желание освобождения, все это влияние Кету. Божество, естественно, Кету, элемент тонкий огонь, конституция вата. Здесь могут быть представлены изгои, анархисты. Гуна Тамас, вкус подобен Марсу, число 7. Это бесполая планета и представляет собой людей в возрасте от 69 до 108 лет. Природа очень огненная, сухая,
Характер эксцентричный, импульсивный. Родственники — это бабушка и дедушка со стороны отца. Одежда монашеская, изорванная, прохудившаяся, старая. Металлы и камни — это железо, свинец, кошачий глаз, тигровый глаз. Также считается, что под властью Кету находится бирюза. А Раху, северный узел, также является планетой очень пагубной природы, является причиной расстройств, разрушений, обычаев, которые противны законам или религии. Раху является причиной наркотиков, беспокойств, причиняемых какими-то злыми духами. Здесь же нечистоплотность, инфекционные заболевания или просто хаотичный жизненный распорядок. Обычная функция этой планеты — усиливать воздействие того дома, в котором она располагается. Например, если у вас Раху будет во втором доме, это будет усиление финансовой борьбы. А вот в седьмом доме это могут быть проблемы в отношениях. Когда влияние Раху значительно, она может дать человеку власть или возможность использовать средства власти над множеством людей. Раху символизирует змей, страх, страдания за прежние грехи, очень плохой характер. И также это буддисты. Раху будет действовать подобно хозяину того знака, в котором он располагается. Согласно ведам, демоническая планета, при любом удобном случае атакующая Солнце, Луну, что и является причиной затмений Солнца и Луны. Божество Раху, элемент эфир, конституция Вата. Здесь же у нас будут опять же изгои, анархисты. Гуна Тамас, вкус подобен Сатурну, число 4, тоже бесполая планета, представляет людей в возрасте от 69 до 108 лет, природа очень холодная, сухая, эксцентричный, импульсивный характер. Родственники — это бабушка и дедушка со стороны матери, геометрическая фигура, прямая линия. Одежда очень яркая, но безвкусная, такая вычурная. Главными характеристиками являются вайрагья, это отречение от мирской жизни, и гьяна — это знание, эксцентричность, и здесь же тоже зарубежные поездки. Божество Махашакти, Нагараджа, главные характеристики Кету — это загадочный, лукавый, скрытый, интригующий, воинственная, духовная планета. Карака Мокши, божество здесь Ганапати, Байрава. Я вам постоянно говорю, практически в каждом своем видео: держите эмоции под контролем. И вот зачем нужно держать. В Кали-югу люди очень гордятся тем, что благодаря научно-техническому прогрессу мы покорили природу. Но особенность нынешней цивилизации состоит в том, что люди, добившись первых успехов в развитии технологий, убеждены, что это развитие будет бесконечным. И они не знают грань, они не знают, где сказать стоп. И в нашем мире вот так действует демоническая планета Раху. Он не знает, где сказать стоп. Например, если вы будете надувать воздушный шарик, но в процессе не остановитесь вовремя, этот шарик просто лопнет. И то же самое с прогрессом. В определенном смысле он хорош. Безусловно, он хорош, мы все наслаждаемся благами цивилизации. Но особенность состоит в том, что он не может остановиться. И поэтому очевидно, что будущее находится под влиянием вот этой демонической планеты Раху, не может сказать стоп. В гуне страсти этой кнопки стоп просто нет, там есть только расширение. Кнопка стоп берется из гуны благости, она обозначает контроль процесса. Все, этого уже достаточно. Или то, что мы называем чувством меры. Находятся те, кто пытается нажать кнопку стоп у современной цивилизации, но другие говорят, что стоп отменяется, и пока что-то будет продаваться, пока это будет приносить нам деньги, мы будем продолжать, пока не произойдет коллапс. Тот же ESG, например, да, большинство компаний сказало: я не буду этого делать. Спрашивается, зачем нужно доводить общество до такого состояния. Поэтому научно-технический прогресс хорош, он дает нам возможности, но в перспективе, если люди не сумеют опередить коллапс цивилизации, который может наступить, это очень плохо. Человек
может быть разумным, образованным и даже практикующим духовную жизнь, но чувства могут быть настолько сильными, что даже одно из чувств может настолько задеть, что человек называется, что человек, знаете, как будто слетит с катушек на какое-то время. И что угодно может произойти с кем угодно. У Раху нет вот этой вот золотой середины. Это планета крайностей. Он действует либо через низший, либо через высший аспект. Его очень легко перевести как из низшего аспекта в высший, впрочем, как и обратно. Здесь срабатывает у нас закон маятника. Поэтому Раху – это планета, с которой нужно работать всегда, ее нельзя игнорировать. Что касается Кету, здесь призраки прошлого не дают двигаться вперед, постоянные тревоги о будущем мешают новым начинаниям, ощущение, словно вы погрязли в какой-то трясине комплексов. Это все следствие нарушений баланса Кету. Как и Раху, Кету не является физическим телом. И согласно древнеиндийскому преданию, Раху и Кету – это голова и тело демона Асура, который был разрублен надвое Вишну при попытке завладеть божественным напитком бессмертия Амритой. Демон успел сделать глоток Амриты, поэтому не погиб, а продолжил свое существование в виде двух небесных тел – Раху и Кету. Если вовремя не заняться гармонизацией Кету, можно надолго застрять в крайне некомфортном и достаточно неприятном состоянии страха, сомнений. Результатом дисбаланса Кету может стать серьезное какое-то нервное расстройство. Признаки ослабленной Кету проверяйте, если у вас, и пишите в комментариях. Если вы вдруг боитесь перемен, избегаете всего нового, большую часть времени вы погружены в воспоминания, анализируете прошлое, пытаетесь представить, а что было бы, если у вас бывают перепады настроения, не в позитив, да, если вы вдруг склонны к необдуманным действиям, импульсивным поступкам, которые зачастую приводят к негативным последствиям, любите сквернословить, оскорблять других, у вас является постоянной привычкой, вы носите какую-то старомодную одежду, у вас есть сомнения и неуверенность в своих силах, довольно часто получаете какие-то телесные повреждения, если вы вдруг склонны к саморазрушению посредством пагубных привычек, алкоголь, табак, наркомания здесь же, переедание. Если все перечисленное совпадает с вашим портретом, и даже не то, что совпадает, а вы настолько уже с этим свыклись, и что даже перестали замечать, пора браться за гармонизацию Кету. Раху в гунах, Раху в невежестве дает помутнение сознания, потерю памяти. Если у человека такое положение Раху, то он вообще может питаться, не может питаться натуральной пищей, ему от нее в буквальном смысле плохо. Характеризуется такими также качествами, как вредные привычки, привязанность к курению, слабым наркотикам, спиртному. Человеку нравится жить в грязи, в беспорядке, куда бы он ни пришел, быстро наполняет вокруг себя пространство грязью, как физической, так и психологической. Предпочтение в пище – это все старое, дурно пахнущее, искусственное, пристрастие ко всему, что приводит сознание и психику в иллюзорное состояние, токсические вещества, сильнодействующие наркотики, тот же алкоголь. Стремление жить в непроветриваемом, наполненном дымом помещении, постоянно слушать какую-то очень тяжелую и с матом музыку, зависимость от ТВ, компьютерных игр, материалистичное состояние. Любые разговоры на духовные темы просто приводят в бешенство. Природа, пейзажи, все это раздражает. Раху в страсти также затмевает сознание, дает слепое следование какой-то идеи, определенный фанатизм, который зачастую быстро переходит в невежество, наделяет огромными материальными желаниями, стремлениями манипулировать другими людьми, владеть магическими приемами. Занятия духовной практикой для достижения материальных целей, власти, престижа
А внешне такой человек может выглядеть очень чистым, но там, где для других незаметно, он совершенно не будет бороться с грязью. Это может быть, начиная от грязного нижнего белья, может быть место проживания грязным, уборка только для прихода гостей. Это любители расслабиться на всю катушку. Человек привязан к курению, слабым наркотикам, спиртному, но все это уже более хорошего качества, чем в случае с раху в невежестве. Здесь же повторяются привязанность к ТВ, к различной электронной технике, стремление жить в большом городе, выезды на природу только для того, чтобы выпить. В пищу предпочитает искусственную, но красивую, наполненную различными химическими добавками. Под духовной жизнью такой человек может понимать какие-то необычные впечатления, галлюцинации во время наркотических трансов, трипов. В вопросах духовного развития для него главное внешне выглядеть продвинутым. Раху в благости дает человеку потрясающую интуицию. Поскольку он отвечает за интуитивную часть разума, такой человек может даже видеть другие миры, четко предсказывать будущее. Влияние раху в благости характеризуется такими качествами характера и моделями поведения, как стремление жить на природе, предпочтение натуральных продуктов, полезных для здоровья, регулярные медитации, четкое осознание того, что весь мир иллюзорен, способность видеть прошлое и будущее, интуитивно понимать самые тонкие законы Вселенной, бескорыстие, полное отсутствие страха перед будущим. Раху в саттве выводит человека за пределы иллюзий, за пределы майя. Он понимает, что все в этом мире переходящее и не привязывается к нему. Кету в гунах, так как Кету является огненной планетой, в невежестве его энергии могут проявляться как сильный, ничем не обоснованный гнев. Очень импульсивное поведение. Кету в гуне невежества также может дать проблемы с самоидентификацией. Очень большие страхи. Человек с кету в невежестве не способен принимать перемены в жизни, изменения обстоятельств. Такой человек может жить в трущобах, где-то на окраине города, рядом с кладбищем, заброшенных очень странных местах. Человек с кету в страсти всеми силами старается избежать каких бы то ни было изменений. Он очень зацеплен на стабильность. И именно этим притягивает в свою жизнь перемены, которых очень сильно боится, потому что наши мысли материальны. У людей с кету в саттве потрясающая интуиция, огромная проницательность и сила провидения. В отличие же от них, у людей с кету в невежестве возможны галлюцинации, например, на почве алкоголизма, а в случае с кету в страсти человек утверждает, что видит аномальные явления и тому подобные вещи. Кету в саттве дает человеку глубокое понимание духовных истин и мистические способности. Очень многие мистики рождаются с кету в благости. Что касается профессий у раху, это исследования, ученые, инновации, работа в научных или исследовательских институтах, работа с электричеством, электроника, электронная промышленность, все компьютеры, информационные технологии. Здесь же будут юристы, фармацевтика, антибиотики, яды, телефонная связь, авиация, аэронавтика, ритуальные услуги, морги, крематории, скотобойни, канализационные системы, работа в грязных зловредных местах, неквалифицированный труд, кожевнические фабрики, ловцы змей, борцы, мясники, воры, спекулянты, необычные профессии, здесь же магия, колдовство, азартные игры, профессии, за которые отвечает Сатурн. У кету же это кожевенная промышленность, скотобойни, трупы, скелеты, кости, погребальные церемонии, канализация, мусоросборники, какие-то грязные зловонные места, лекарственные препараты, медицинские работники. Здесь же будут проповедники и оккультные науки, философия, интриги. Кету также отвечает за профессии, за которые отвечает Марс. Что касается болезней у раху, это болезни селезенки, надпочечников, расстройства кишечника, язвы, заболевания кожи, стоп, нарывы, ощущение жжения в теле, проказа, падение с высоты, сумасшествие, упадок сил, химические яды, трудно диагностируемые заболевания.
У кету это увеличение селезенки, катаракта, лихорадка, ощущение жжения в теле, заболевания стоп, водянка яичек, порезы, раны, чесотка, нарывы, кожные заболевания, прокаты, проблемы с легкими, боли в теле, боль в желудке, отравление химическими веществами. Могут быть суицидальные наклонности, труднодиагностируемые заболевания, эпидемии и недомогание из-за неизвестных причин. Что касается образа жизни, если раху слаб, следует избегать слишком сильных впечатлений, средств массовой информации и влияния современной технологии, наркотиков, сексуальных излишеств. Также следует поменьше говорить и не давать волю фантазиям. При слабом раху опасно все искусственное, от суррогатной еды, из каких-либо закусочных до синтетических материалов в окружающей обстановке. Важно стремиться к умиротворению, тишине, покою, а также к восприятию юпитерианских влияний, любви, веры, сострадания. Необходимо обеспечить себе поддерживающую и питающую среду, которая, наоборот, будет укреплять наши физические силы, защищать от негативных эмоций на психику. Человек со слабым кету должен учиться доверять своим мыслям, своим ощущениям. В этом ему помогут какие-то духовные, оккультные исследования, также целенаправленные изыскания в любой области, развивающие контроль над интуицией, прозорливость, часто идут на пользу занятия астрологией. Впрочем, лучше всего следовать какому-либо традиционному учению или действовать под руководством какого-то наставника, учителя, коуча. По крайней мере, необходимо сделать свою жизнь более дисциплинированной, развивать в себе силу воли, решительность, наряду со свободой духа и способностью сострадать людям. Энергию кету, как и энергию Солнца, укрепляет йога-знание, развивающая способность к исследованию глубин своего внутреннего мира. Кету символизирует состояние, в котором мы не имеем головы, то есть выходим за пределы обыденного ума. Под влиянием кету мы стремимся преодолеть те ограничения, которые часто накладывают на нас время и чувственное восприятие. Развитие высших йогических энергий. Людям со слабым кету, со слабым раху следует избегать йогических практик, открывающих доступ к астральному плану, визуализации, гипноза и так далее, а также использование современных технологий внушения, так как влияние раху очень пагубно сказывается на способности к ясному различию истины и затрудняет медитации. Необходимо следовать чистому и внятному учению, соблюдать дисциплину, стараться не принимать желаемое за действительное, не искать новых впечатлений и не заниматься развитием каких-то оккультных способностей. Есть такое понятие сарва-доша. В основном является формой доши. Это ограничение в одной натальной карте, которое связано с нашими зловредными лунными узлами раху и кету. Каласарпа йога возникает при расположении всех 7 планет по одну сторону от оси раху и кету. Как говорят, человек страдает от естественного проявления своих прошлых жизней и плохих карм. Эта йога предвещает раздоры, трудности, разрушения, но она никак не сказывается на умственных способностях и почти не поражает, не влияет на продолжительность жизни. Ее эффекты наиболее ощутимы в планетарные периоды лунных узлов и во время транзитов раху и кету по Лагне, Солнцу или Луне. В это время проявляются ограничения, человека преследуют неудачи, провалы, портится самочувствие, возможны внезапные взлеты, падения в карьере. Средства коррекции для раху, кету и сарпа-доши. Обязательно слушать Наваграха Аштути, перевод и значение Наваграха мантра, стотра для 9 планет, Раху Гаятри мантра, стотра, медное кольцо Раху Кета Сара Доши Нирвана. Читайте обязательно биджа мантру для гармонизации кету Ом Китава Намаха 54 раза, а также мантру Ганеша Ом Гам Ганапатае Намаха 108 раз, она есть на канале. Помогайте бездомным животным, подкармливайте уличных кошек, собачек, узнайте, чем можете помочь местному приюту для животных, займитесь благотворительностью для животных. Полностью прекратите употреблять любые токсичные вещества, алкоголь, табачные изделия, наркотики.
Попробуйте практиковать непривязанность на время практики по гармонизации кету. Откажитесь от любимых излишеств, например, откажитесь от шоколада, можете взять аскезу еще и желание исполните. По вторникам соблюдайте пост, хотя бы не полный, откажитесь от невегетарианских продуктов, чрезмерного просмотра ТВ, интернет-трафика, избегайте конфликтов, используйте экологически чистую косметическую продукцию, которая не используется, не тестируется на животных. Не позволяйте ни в коем случае пыли накапливаться, обязательно проветривайте дом, чтобы свежая энергия входила. Если вы живете в частном доме, следите за порядком на чердаке, носите украшения с камнями, кошачий глаз, тигровый глаз, гессонит – это бычий глаз. Выполняйте все это на протяжении 108 или 49 дней, можно и дольше, чем 49, чтобы ощутить результат полной гармонизации влияния теневой планеты Кету на вашу жизнь. Врата Катху для Раху и Кету о пахтании Молочного океана слушается столько недель, сколько вам лет, +1. В правом верхнем углу здесь сейчас вы видите Кала-сарпа доша янтра. Это нейтрализация неблагоприятных влияний даже в редких и очень тяжелых случаях. Янтры – это очень мощное средство для устранения злотворного влияния Кала-сарпа-йоги. Тем, чья жизнь полна проблем, препятствий в любых начинаниях, борьба за выживание. Кала-сарпа-йога – это крайне неблагоприятное расположение планет. Одна из самых тяжелых Набхаша-йог, образуемых при участии всех планет. Она может привести к физическим недомоганиям, врожденным порокам развития, моральной неустойчивости, отсутствию удачи в делах, предательству ближних. Позитивное влияние Кала-сарпа-йоги может выражаться в том, что человек с таким расположением планет будет очень трудолюбивым. Он стремится к получению новых знаний, может добиться успеха во всем, что так или иначе связано с философией, администрацией, образованием и так далее. Более того, люди с Кала-сарпа-йогой в гороскопе могут осуществить в течение жизни абсолютно все свои желания, как материального, так и духовного плана. Кала у нас переводится как время, сапра – змея и йога – комбинация. Таким образом, присутствие Кала-сарпа-йоги указывает на то, что душа находится в плену у змеи времени из-за своих каких-то прежних кармических долгов. И такое расположение планет может указывать на необычные, какие-то неожиданные ситуации, с которыми человек будет сталкиваться в жизни из-за кармы прежних воплощений. Кала-сарпа-йога янтра нейтрализует все эти неблагоприятные влияния даже в редких и тяжелых случаях. Соответствующая мантра Ом Астика Муная Намаха, а также Ом Рахава Намаха, Ом Китава Намаха. Янтры считают очень простым и самым кратчайшим путем для достижения желаемого результата. Регулярное обращение к янтре, поклонение ей как к проявлению тех или иных аспектов божеств удаляет негативное влияние планет на человека и приносит положительные энергии в жизнь. Чтобы правильно обращаться с янтрой, купить, поставить и забыть недостаточно. Сначала совершаем омовение тела, настраиваемся на мир, на добро, располагаем янтру в доме или в офисе в спокойном, защищенном от посторонних глаз месте, но так, чтобы было видно вам. Омываем янтру погружением в молоко, разведенное с водой, затем закрываем глаза и в мирном, спокойном, почтительном настроении уже преподносим божеству все наши желания. Произносите мантру, биджа-мантру, соответствующую данной янтре по меньшей мере 9 раз. Делайте все регулярно. Медное кольцо Раху Кета Сарпа доша Нирвана, здесь вы его также сейчас видите, оно весит примерно 10-20 грамм, размер 1, около 2 сантиметров, 1,8 дюйма в диаметре, носить на правом безымянном пальце, и изначально его нужно надеть в субботу. Важность повторения мантры Наваграхи в повседневной жизни. Вообще древние Наваграха-мантры – это линии призыва, написанные великими риши, учеными древних времен, чтобы успокоить и призывать и смягчать последствия планетарных транзитов и угождать богам нашей преданностью. Когда мы повторяем мантры, как указано
произношение, которое является важной, самой важной частью воспевания, мы чувствуем положительные вибрации в нашей системе. Если же мы с вами говорим о нашем физическом теле, оно начинает вибрировать на определенной частоте. И эта частота всегда меняется. Зависит от наших мыслей, эмоций, чувств, образа жизни человека. Когда мы повторяем определенную мантру для определенной планеты, она производит энергию и помогает нашей физической энергии, чтобы справиться или нейтрализовать влияние конкретной планеты. Существуют определенные гуру мантры и садханы, и медитации, которые настолько сильны, что если люди их совершают, они освобождаются от любого вида вредных планетарных эффектов, от любого вида черной магии, каких-то неправильных действий других, можно сказать, ревнивых или злых людей, врагов, практикующих колдовство, потому что после того, как люди их делают в течение определенного периода времени, этот человек вибрирует больше, чем планеты. Я, конечно же, рекомендую вам сделать любую медитативную технику частью вашей жизни, потому что она поднимает сознание и выходит за пределы планет и их эффектов. Янтра и мантры кету смягчают действие негативной кармы. И вместе с Юпитером кету управляет северо-востоком. Однако в сравнении с Юпитером имеет кету второстепенное значение, в то время как раху указывает на восприимчивость человека к влиянию масс. Кету указывает, как личность движется в своем собственном узком кругу и изолирует себя. Но многие школы считают, что у кету нет направления. Ом намо Бхагавате Матасья Девая. Янтра вешается у основного входа, мантра произносится регулярно, устраняется энергетический негатив всего помещения. Кету мантры Ом намо Бхагавате Матасья Девая, мантра имени для кету Ом Кетава Намах, семенная мантра Ом Кем произносится с долгим Е. Эти мантры обостряют восприятие, их следует повторять по субботам или вторникам, либо в день планеты, управляющей кету в натальной карте. Биджа мантра кету Ом Срам Срим Срам Сакитава Намах. Раху янтра удаляет душу во время раху Махадаши, и Антардаши, духовно заряженные раху янтра, помогают успокоить планету раху, болезни паралича, безумия, травмы конечностей, заболевания на 3 буквы и так далее, какие-то боли в сердце, все это убирается. Все это вызвано раху, другие проблемы — это гнев, уход из дома, неудовлетворенность, сложность страха, ложь, смена места жительства, немилость начальства, все это гармонизируется. Мантра раху Ом намо Бхагавате Варахадевая наполняет металлическую пластину, особенно подпитываемую для человека, который избавляется от всех душ и поднимает его на вершину успеха в своей карьере и личной жизни. Кстати, это мгновенный взлет может быть. Раху янтра духовно помогает умилостивить победу над врагами, благосклонность вышестоящих лиц или правительства и сокращение болезней, вызванных раху. Помещают янтру на стену юго-западной стороны дома, регулярно произносят мантру. Она нейтрализует самое неблагоприятное воздействие на человека, период который у каждого свой и продолжается ровно 18 лет. Раху мантры Ом намо Бхагавате Варахадевая, мантра имени для раху Ом Рахава Намах, семенная мантра Ом Рам произносится с долгим А. Хороши также мантра Шивы Хум с долгим У и разрушающая иллюзию, очищающая психику от негативных влияний, внушений, и мантра Дурги Ом Дум с долгим У. Эти мантры следует произносить по субботам или в день планеты, который управляет раху в натальной карте. Биджа мантру раху Ом Брам Брим Браум Сахра Намах, благоприятные действия, гармонизирующие энергии кету. В течение 47 дней бросать в текущую воду цветы, у которых цвет земли — это желтый, бежевый, песочный. Кормить уличных собак в течение 47 дней, желательно черного цвета, жертвовать теплые вещи в какую-то религиозную организацию, но не свои, лучше купите новые. Развитие внутренней непривязанности, к примеру, если вы сильно любите шоколад, то на время практики лучше отказаться от употребления, практикуя непривязанность.
Пост по вторникам, полный пост – это отказ от любых продуктов, кроме воды. Самое главное, вы не должны ставить под угрозу свое здоровье. Не можете, не надо. Воспользуйтесь другими средствами коррекции. Благоприятно также кормить сов, отказ от невегетарианских продуктов хотя бы по вторникам. Полностью откажитесь, пожалуйста, от употребления алкоголя и табака. Женщинам желательно отдать предпочтение экологически чистой косметике, которая не тестируется на животных. Также в период практики лучше отказаться от покрытия, от лака для ногтей, декоративной косметики, лака для волос, но не обязательно. В период совершения практики необходимо ежедневно протирать пыль, не позволяя ей ни в коем случае накапливаться. Считается, что деструктивная энергия кету концентрируется именно в пыли. Обязательно проветривание помещения, свежий воздух. Согласно Васту, неконструктивная энергия кету скапливается на чердаках, поэтому если у вас есть дача, а на даче есть чердак, а на чердаке пыль, стоит навести там порядок. Благоприятные действия, гармонизирующую энергию Раху, тоже рекомендуется выполнять 49 или больше, но лучше 108 дней. Не убивать по возможности насекомых, ограждать насекомых от их естественных врагов. Вы можете, например, обустроить муравейник, держать пост по субботам, кормить чаек, кормить собак, пить теплое подслащенное молоко на ночь. Это очень сильно успокаивает ум и гармонизирует энергию Раху. Соблюдать принцип Ахимса, ненасилие, отказаться от интоксикаций. А здесь же будет запрет на азартные игры. Соблюдение тотальной кристальной чистоты везде, особенно в том месте, где вы спите. Наука Васту говорит о том, что если в доме грязно, то в дом входит энергия Раху. А очень хорошо употреблять апельсины, облепиху, мед. Они усиливают благоприятное влияние Раху и ослабляют негативное. Бросание синего цветка или цветов в текучую воду на протяжении 42 дней. Слушать катху для Раху и Кету, она есть на канале. И самое трудное – учиться жить в настоящем, не переживая о прошлом и не боясь будущего. Ну что же, это все, что я хотела сегодня рассказать. Пожалуйста, если видео вам понравилось и было полезным, поставьте лайк, делитесь им с друзьями и, конечно же, подписывайтесь на канал. У меня масса всего интересного. Плейлист с видео о других планетах будет в описании. Всем классного дня!